Вот такой вот миниатюрный Dynalink на процессоре AMLogic S905Y2, TV-бокс из США. Знаете, достаточно интересная штука за 29 баксов. На канале Технозон. Поехали. Друзья, некоторые из вас иногда замечают, что когда я обозреваю какие-то посредственные боксы или говнобоксы, у меня даже настроение не то. Это действительно правда. Почему? Потому что я радуюсь, когда я вижу действительно неплохие ТВ-боксы, неплохие гаджеты, неплохие девайсы. И, конечно же, меня напрягает там как рутина эти говнобоксы, так количество вот этих вот посредственных боксов, которые нужно дорабатывать. А когда вы покупаете за $29 вот такую малышку и понимаете, что в ней вам дорабатывать ничего не нужно, вам просто нужно включить, настроить и пользоваться, вот это вот прикольно. И что вы получаете за 29 баксов? За 29 баксов вы получаете сертифицированный Android TV. Вы получаете такие же характеристики примерно как у Mi Box по конфигурации памяти 2/8. Вы получаете 5.1 звук. Вы получаете сертификацию Netflix. Да, здесь нет автофреймрейта, как в принципе во множестве сейчас ТВ-боксов, которые идут на сертифицированном Android TV 10. Здесь Android TV 10. Но достаточно мощная штука, тягает торренты 100 гигов, у него Wi-Fi модуль лупит по 340 мегабит, конечно в 2.4 у меня что-то не сложилось. Знаете, с китайскими роутерами Xiaomi, наверное, санкции с США против китайских компаний как-то там что-то у них не поделили, наверное. Но жутко интересная штукенция. Ссылочка на такой Dynalink лежит в описании под видео. И если вы его покупаете через посредника, он вам обойдется с доставкой $35, $37. И за эту цену это шикарная штукенция. Слушайте, я настолько позитивно с ней поработал в том плане, что я действительно смотрел стриминговые сервисы, я смотрел торренты, я смотрел IPTV, и у меня не было с этим проблем. И хотя он, знаете, тут есть одна особенность, он дал классную производительность в 3D-марке для игровых возможностей, но стриминг-сервис GeForce Now не завелся, он просто не захотел работать, он фризует. Есть такая проблема на некоторых ТВ-боксах. Плюс у нас, допустим, Asphalt 8, он фризовал каждые 10 секунд, и я сразу вот на старте тестов говорил, что это не для игр. Это не для игр, мне здесь все не верили, заставили меня запустить, я запустил, и все убедились. Это конкретный стрим-бокс, на котором можно еще и смотреть торренты, и за его цену он шикарен. Есть у него один недостаток, это носить на текущий момент весь интерфейс в HDR, весь сигнал он выдает в HDR, но разработчики уже обещают в ближайшем обновлении это поправить и убрать HDR, и к тому же, я надеюсь, еще и на появление автофреймрейта. Пульт у нас интересный, это пульт Mikul, который выпускает не Mikul, а VideoStrong, достаточно качественный пульт, хорошо срабатывает голос, и вообще, данный ТВ-бокс лишен, знаете, недостатков того же самого Mi Box. Вот если бы я выбирал между Mi Box и, допустим, Dynalink и не был бы повернут на автофреймрейте, то я бы выбрал Dynalink однозначно. То есть Mi Box вы платите около 50 баксов за старый 905X процессор, при этом в котором каждая обнова приносит какие-то проблемы, либо вы купили такой маленький Dynalink, воткнули и забыли обо всем. Но не суть-то дело. Давайте уже разбираться в процессе обзора, нужен нам, не нужен, советую дождаться наших выводов. Ну а вам советую подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропустить все наши самые интересные обзоры. Ну и, конечно же, ссылочки на посредников я положил в описании под видео, для того, чтобы вы могли заказать этот Dynalink и не морочить себе голову, как же заказать из США. Переходим. Начинаем наш обзор с интерфейса. И здесь, конечно же, оригинальный Android TV, без каких-либо кастомизаций, без каких-либо настроек. Сразу в меню настроек видим, что укажите название устройства для того, чтобы работал Chromecast. Выберем Dynalink Box и проверяем Chromecast обязательно. Тестируем на моем OnePlus, нажимаем начать, должна начаться трансляция экрана моего смартфона. Трансляция экрана работает, то есть если мы с вами вызовем какое-нибудь приложение и переворачиваем, все отлично работает. За Chromecast большой плюс, то есть как мы уже говорили, с такой ценой тут можно еще и повыеживаться, то есть мы получаем достаточно неплохую комбинацию. В настройках устройства, если мы зайдем в обустройстве, видим версия Android 10, Android TV 10, версия ядра
нас не особо волнует. Все-таки запилили 10-й Android под 905Y2. Это приятно, то, что получает развитие. Больше ничего здесь вот как такового нет. Хранилище тут, в принципе, такое, знаете, там показано 4,8 доступных, 8 гигабайт. Все, самые обыкновенные настройки. Настройки экрана у нас вынесены в отдельное меню в Droid Settings, где прописана лицензия Netflix. Есть HDMI цик, самый обыкновенный, но он работает. И есть у нас управление дисплеем. Он поддерживает 480p до 4К, 2К SMPT. И можете менять еще и масштаб экрана для избежания оверскана на телевизорах, в которых он вылазит, изображение вылазит за пределы экрана. Также мы с вами должны проверить голосовые возможности. Все-таки это у нас Android TV. Самый лучший фильм. Голос отрабатывает. Здесь, конечно, микуловский пульт. Давайте. Да, все, он нашел самый лучший фильм. Должен его, по идее, найти. Да, он нашел его в Мегагон, нашел в Нум или в Нам. Поэтому здесь все правильно работает. Отлично. В AIDA 64 мы сможем с вами увидеть, что это Dynalink TV Box, это AMLogic 2/8, у нас есть Bluetooth, центральный процессор это AMLogic Cortex A53, 4 ядра по 1.8, это S905Y2 процессор, в принципе ничего необычного, но есть один обычный момент. Потом чуть позже покажу. Mali G31. Сеть у нас законнектилась на 866 мегабит connection speed. Проверим реальные показатели. Ну, Android 10 это мы уже поняли, IP29. Доступа к температуре нет, поэтому проверять тут какие-нибудь тротлинг тесты и следить за температурой никто не будет. Выходим. Слушайте, немножечко напрягает, конечно, что интерфейс постоянно в HDR, но это не сильно сейчас морочит голову. Сейчас все получается в HDR. Nokia, потом кто у нас еще? Stiva Stream, Микулы на Android TV 10 все почему-то работают именно в HDR, и это почему-то именно касается Android TV 10. Хотя обещают они эту прошивку исправить. Если мы с вами посмотрим DRM Info, мы увидим, что у нас здесь есть сертификации, ключи DRM, у нас есть CTS Profile Match, поддерживает CNC Clear Key, есть у нас Google Widevine L1 и Microsoft PlayReady DRM. То есть это фактически стрим-стик, стрим TV Box, который рассчитан на стриминговые сервисы типа Ivi, Megogo, Oka, Netflix и всех остальных. Хотя насчет Oka там надо еще смотреть, они с выпуском этого своего Oka бокса как с ума сошли. Очень многие не поддерживаются ТВ-бокса на текущий момент. По сетевым возможностям 5 ГГц. Проводим тесты на роутере Xiaomi AX3600. И здесь у нас, в традициях стиков, все стики фактически показывают какой-то сумасшедший результат. 343 мегабита на загрузку, 340 мегабит на выгрузку, это отличный результат. И некоторые из вас спросят, а как насчет LAN RJ45, его здесь нет. А вот с подключением 2,4 ГГц у меня возникли проблемы. Сначала он не подключался, мне пришлось изменить канал. То есть я начал перебирать каналы, и только тогда он подключился на другом канале, просто на автомате, у меня что-то не захотел. Ну, это такие региональные особенности. Бокс все-таки у нас американский, но в 5 ГГц он работает, да и в 2.4 он работает. Просто что есть какие-то особенности с роутерами Xiaomi. Вот 2.4 у меня показал действительно слабенький результат. 17 на 4,7. То есть как-то он не совсем дружит, конечно, с китайскими роутерами. Все-таки санкции сказались санкции. США. Китай наложил санкции на 2,4 ГГц. Так что данный стик мы, конечно же, рекомендуем конкретно под 5 ГГц, если вы его все-таки купите. Из системщины больше в принципе нам проверять нечего. Почему? Потому что тротлинг-тест будет бесполезен, без доступа к датчикам температуры. Единственное, мы могли бы пронаблюдать за частотами, но по условиям сертификации частоты сбрасываться даже не будут, потому что там нет порога тротлинга. Есть один интересный момент, который меня очень сильно поразил в данном Dynalink. Это тесты производительности. Дело в том, что на Android TV 10 на 905Y2 процессоре они оптимизировали работу так, что они фактически в iStorm Unlimited просто
жахнули абсолютно даже 905X4 процы. Потому что Ice Storm Unlimited, он выдает максимум. Такой может себе позволить S922X процессор. Ну и Dynalink за 29,90 баксов, то есть за $29. Или в Ice Storm Extreme 6042, 6028. Я перепроверял и не верил своим глазам. Но это действительно результаты вот честные. Поэтому это интересно, это очень интересно. Но с игровыми возможностями тоже не все так просто. Обсудим чуть дальше, подождите. Поехали по мультимедийке. YouTube, конечно же, тут работает идеально. И работает он идеально в плане того, что он воспроизводит практически любой тяжелый контент, который мы ему подсовываем. Будем тестировать на нашем видео, которое мы делали. Это 4К HDR ролик. Мы снимали, это «Розовое озеро». Сейчас он у нас в 2К показывает. Включаем 4К и ждем. Вот, 4К переключился. Видим, что 4К у нас воспроизводится абсолютно без проблем. Это 0 дропов, и сколько бы мы не проигрывали, он будет работать именно с нулем. А вы заметили, какой connection speed? 166 мегабит он сейчас берет, 176 берет из YouTube. Поэтому для 5 ГГц это шикарная штучка. Слушайте, отлично, отлично. За 29,99 я его себе дома поставлю, буду радоваться долгое время. Что еще есть? Есть Netflix. Netflix есть в полном качестве с 5.1 звуком. 5.1 звук есть. Вы сможете смотреть Ultra HD, HDR Netflix. Ну, HDR тут вообще трудно сказать. Тут все сейчас в HDR идет. Ну, когда поправят, будет вообще отлично. И любой фильм на Netflix вы можете без ограничения смотреть без ограничения при оформлении максимальной подписки. По крайней мере, у меня так. При подключении к тяжелому, вернее, к большому телевизору LG 9 серии у меня работает 4К без проблем. Шикарно. Выходим. Что еще можно делать на таком стике? Да, смотреть, например, IPTV. IPTV у меня Full HD, плейлист от Омега ТВ. В принципе, ссылочка для Украины Омега ТВ и на промокод на 100 гривен лежит в описании под видео. Плюс за регистрацию 30 гривен можно почти месяц пользоваться бесплатно HD каналами. Вообще суперовая штука. Смотрите. HD-каналы здесь идут прекрасно. То есть вот этот вот формат стика зачастую сейчас для людей более приемлем, чем большие ТВ-боксы. Для тех, кто любит именно стриминговые сервисы, IPTV качественно и, допустим, смотреть какие-то незатейливые торренты. Но есть же все-таки у нас проблемка. И проблемка есть в плане того, что нет автофреймрейта. Если мы пойдем в Vimeo Media Player в диагностику, мы увидим, что AFR у нас нет ни при каком раскладе. Я, конечно же, надеюсь, что со временем люди придут к этому делу, но, как показывает практика, вместе вот на Google Chromecast некоторые удивляются, что там нет джодер-эффекта. А потом оказывается, что не подключают его к телевизору с уплавнялкой, и получается, что все решает уплавнялка. А вообще здесь также работает TorServe, достаточно мощный стик для того, чтобы даже 2/8 позволяет нам смотреть здесь нормально торренты. Мы можем спокойно сейчас смотреть 4К раздачи, например, через тот же самый Кинотренд. Давайте мы с вами, ой-ой-ой, вышли. Давайте выберем обратно Кинотренд и будем пробовать проиграть 4К торренты. Что-то побольше. Я уже тут на Ипмане, вот 42 гига, попробуем, как он пойдет на нашем торсерве. Давайте через Vimeo Media Player обязательно. Выбираем Vimeo Media Player и смотрим фильм на 42 гига через торсерв. Пусть проигрывает. Мы должны с вами пропустить стартовый буфер, чтобы потом не говорили, а вот стартовый буфер отработал, а потом оно обычно тормозит. Пусть проигрывает, посмотрим, как он работает. Слушайте, ну нагрев у него не сильный. Вообще 905Y2, 905X2 процессоры, они изначально были не горячими. То есть 905X3, 905X4 намного горячее, и тут такое дело. Тут, конечно же, он проигрывает. Все, уже тот стартовый буфер 100% прошел. А давайте замахнемся на что-нибудь побольше. Так, выходим из Vimeo. Давайте в поиске вобьем аватар. Аватар 4К. Выберем торрент. 101 гигабайт. Рискнем. Давайте. Поехали. Вообще скорость интернета здесь позволяет, скорость сети в 340 мегабит позволяет проиграть любой 4К контент. Главное, чтобы вытягивал процессор с сервером. И 2 гигабайт хватает. На самом деле хватает и 2 гигабайт. Мы сейчас видим набор пиров, набор скорости, 1,4 мегабайта в секунду. Давай. Наконец он должен выйти где-то 3,5, когда он наберет достаточное количество пиров. 1,6. Да. Ну, что-то пошло, давайте. Vimeo Media Player, ждем. Ну,
Ну, 100-гиговый торрент. Пойдет, не пойдет? Что-то началось, что-то началось. Что-то началось. Интересная штука вообще на самом-то деле. Стартануло и пошло. Ждем, пускай проигрывает, мне просто интересно. Хорошо, вообще большинство боксов уже на этом моменте начинают фризовать. А наш 100-гиговый торрент проигрывает. Достаточно раздача, большая раздача, да, плюс сильный Wi-Fi модуль. И это залог, в принципе, успеха. Давайте мы здесь с вами сделаем ремарку, вернее, я хочу сделать ремарку, что он все-таки в 3D Mark в Unlimited показал максимум. Показал максимум так же, как S922 процы, вернее, это бокс на S922 процах. Поэтому я думаю, что он 100-гиговые торренты за 29,90 в долларе вообще может тягать без проблем. Я вообще сейчас, знаете, вот такой тест, попробуем мотануть его. Давайте попробуем промотать куда-нибудь на середину. И вот так, сейчас без монтажа. Без монтажа, давайте вот так вот, все, останавливаем. Без монтажа ждем. Я не верю, что он перемотает. Слишком мало памяти, но он проигрывает. Он проигрывает 100-гиговые торренты. Я в шоке, в шоке. Давай. Сможешь, не сможешь, сможешь, не сможешь. Сможет, не сможет. Ну, повис. Буфер, не может набрать буфер, слишком большой торрент. Давай, что ты там сможешь? Эх, вывесился в ухнарь, вообще не хочет. Ну, это было предсказуемо. Хотя я думаю, что он перематывать будет более мелкие торренты. Но давайте уже так пробовать, раз мы уже так Давайте тот же Ip Man сделаем. Давайте тот же Ip Man сейчас проверим. Он, видите, выгрузил все, ему просто тупо не хватило памяти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Слушайте, ну на Ip Man не должен мотать. Вот 42 гига. Жалко. Кстати, когда вы выходите в главное меню после торрента, если у вас Android TV все выгрузил, все иконки начнут прогружать, то действительно ему не хватило памяти. Он повыгружал все, что можно было. Давайте посмотрим на Ip Man. Чего он там. Хотя, может быть, на 100-гиговом торренте ему просто тупо не хватило качественных раздающих, чтобы набрать буфер на тот момент. Нужно было подождать немножко больше. Так, вот, пошло проигрывать. Перематываем тоже куда-нибудь на треть. Давай. И посмотрим, что получится. Ждем. 42 гига он подхватил. Сейчас должен пробуферить. Опа! 42,9 гига мотает. Вот так вот. Так что, ой-ой-ой, за 29 баксов, что у нас там кроется. Хорошо, давайте с вами еще обратим внимание на игровые возможности. Все-таки бокс имеет мощную производительность. Я подключаю свой геймпад. Геймпад GameSear. Давай, включайся. Геймпад заработал, и знаете, вот на что была надежда? На GeForce Now. То есть на таких стиках обычно можно стримить, но не в случае с GeForce Now, он упорно вешается. В том плане у него фризит картинка. Есть такое заболевание на M-Logic боксах, на некоторых не оптимизированных под GeForce Now. И для GeForce Now сейчас есть другие боксы, достаточно более мощные. Мы выпустим как-нибудь обзор лучшие ТВ-боксы под GeForce Now. Ну, мы в любом случае обязаны запустить, например, тот же самый Tomb Raider и попробовать, как он заработает. По крайней мере, покажу, как он фризит. А потом загрузим какую-нибудь Android TV игрушку и покажу, что она тоже работает. Хотя стики, конечно, не для игр. Вот он уже фризанул на старте. При выборе моего аккаунта он зафризил и все, и повис. Поэтому с GeForce Now, к сожалению, здесь не сложилось. И будем надеяться, что они пофиксят это в будущих обзорах. Поэтому я GeForce Now удаляю без зазрения совести. А что из игр мы можем с вами попробовать? Давайте что-то простое. Например, Asphalt 8. Он у нас есть прямо вот на базовой странице Play Market. Уж очень мне этот стик понравился. Вот не стик, а вот это вот... стик. Такая Dynalink фигнюшка. Запускаем асфальтик. Asphalt 8. Сможем, не сможем поиграть. Используем GameSear. Кстати, ссылочки на GameSear у нас лежат в описании под видео. Неплохие геймпады именно для Android TV платформы. Очень мне нравится. Вау. Эх, трошки подтормаживают, но оно загружает еще ресурсы. Не, все отлично работает. Поэтому
Ребят, работает с небольшими провисаниями. Вот, знаете, вот моя, конечно, вот прозорливость насчет того, что стики, наши стики не для игр, она все-таки, вот видите, оно такого фризует по чуть-чуть. Нормальный бокс с меньшей производительностью не фризует здесь, ну имеется в виду нормальный в каком плане, с меньшим форматом, а здесь вот системный фриз, то есть тык-тык каждый там 20 секунд, то есть вот видите, там или каждые даже 10 секунд. Да, каждые 10 секунд у нас происходит фриз вне зависимости от сцены. При том, что, вот видите, опять фриз. При том, что на этой мини-игре проверять лучше всего здесь сочетается графическая составляющая, процессорная составляющая в виде загрузки дополнительных ресурсов. Это вот самый лучший вариант тестов Android TV игр. Это одна из самых максимальных нагрузок, которые могут быть именно для игр из маркета. Слушайте, но выходим и резюмируем данный стик Dynalink. Выводы, классная штукенция, слушайте, мне понравилось, вот реально. Я, конечно, знаете, с чем я еще столкнулся? У меня вот есть такой вот переходник Ugreen на LAN RJ45. Я пробовал завести сеть, она у меня то завелась, то не завелась. Жесткий диск я через него не подключил, но мы не рассчитывали на то, что мы здесь подключим жесткий диск. Это стрим-коробка, в которой можно реализовать, например, Plex, в которой можно смотреть торрент и смотреть спокойненько IPTV. Ну, классная же штука. И мы ее действительно советуем за ее цену в 29 баксов. Но если вам нравится, что мы делаем, конечно же, ставим пальцы вверх. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.